Sen misiniz Leysen Hanım? Сенсес. Так, что такое вкусное у нас здесь готовится? Сегодня Под казаном горит огонь. Да, сегодня мы будем готовить сулпу. Сулпу, как странно вы произносите, я привык шурпа. А вы как говорите? Сулпа. Почему сулпа? Во-первых, сулпа готовится из конины. Конина является традиционным мясом татар. Ну, конечно, что за татарин без коня? Разумеется, это не ездовые лошади. Этих коней даже не подковывают. Они являются именно домашним животным. Ну, то есть откармливаются как скотина, да? Да, Как да, обычно, как барашек, не знаю, там, как бычок на мясо. Давайте я вам помогу. Хорошо, давайте. Слушайте, как вы мяса много кладете? Здесь, наверное, килограмма 4 конины. Ну, приблизительно, да. Чтобы сулпа была наваристая, вкусная и насыщенная, кладем мясо побольше. Отличное мясо. Надеюсь, что на самом деле все получится очень вкусно. И знаете, вот такого рода супы, они все-таки достаточно распространены. И готовят и в Казахстане, и в Таджикистане, в Узбекистане. Ну, все тюркские народы, вообще все среднеазиатские народы, можно сказать, все евразийские народы в том или ином виде готовят шурпу, или, как вы говорите, сулпу. Но меня интересует, иногда мясо обжаривают. Мясо у татар отваривается, его никогда не жарили. Именно отварное мясо ценилось, и получалось именно вот вкусное мясо в отварном бульоне. Прекрасно. Ну, пусть варится. Лук мы режем крупно. Так, это особенность. Вот для узбекской шурпы обычно режут наоборот. Чем тоньше, тем лучше, чтобы больше сока из него выделилось. А вы крупно, да? Ну да, такими толстыми полукольцами, правильно скажем. Ляйсан, расскажите немножко о себе. Вы повар? Нет, я обычная женщина, как бы. Да, у меня есть семья, муж, дети. Я работаю на административной работе. Ну, наверное, как женщина любая, вам приходится часто готовить, да? Обычно готовлю я сама. Ну, это очень хорошо. Родилась я, конечно, не в Буинском районе. Я сама девушка с Волги, Камск-Устинский район. Вот оно в чем дело. Да, приехала я в Буинск, поступила в Буинское медучилище на медсестру учиться. И мой муж в это время преподавал в медучилище нам реанимацию. То есть у вас муж тоже медик? Муж мой медик, врач-реаниматолог, анестезиолог. Вот. Конечно, закончив медучилище, я уехала в свой район, работала там в хирургическом отделении. Через 2 года он решил приехать и навестить меня. Ага. И значит, забыть не мог. Забыть, получается, не получилось забыть, да. И через 2 года он, когда мне исполнилось 20 лет, он решил все-таки, что попробовать свою судьбу. Приехал, мы с ним буквально раз 5, наверное, встретились, и вот я даже сама не поняла, как вышла за него замуж. Но я очень счастлива, я благодарна Аллаху, что он именно мой супруг. Очень приятно. В этом слышать году такой вот мы отметили 28 лет совместной жизни. Да ладно, не может быть. Что вы договариваете на себя? Вы гораздо моложе выглядите. Спасибо. Вот. Дочка у нас Резида, она тоже пошла по стопам отца. Она отучилась на врача-стоматолога. Работает сейчас в Казани. Муж тоже у нее стоматолог, хирург. А сынок у нас будет айтишником. Он учится на программиста. Ну, прекрасно. Дай Бог им счастья всем. Спасибо. Дай Бог им здоровья. Скажите, пожалуйста, ладно, лук. А что еще кладете вы в современную татарскую сулпу? В современную татарскую сулпу кладем морковь. Тоже нарезаем крупненько, такими вот кольцами. Ну, такими ломтями, скажем, да? А что еще? Вот я смотрю, там и болгарский перец, и помидоры. Да, болгарский перец, помидоры. Так как это все сейчас у нас есть в огороде, в своем саду, в своей теплице, все это выращивается. И, естественно, все, что есть свое, мы можем положить. Простите, пожалуйста, но у вас же получается фактически как узбекская шурпа. В чем разница-то? И там тоже есть болгарский перец, помидоры и картошка. Эти все овощи появились и у наших народов, поэтому мы их тоже используем в нашей сулпе.
Но вот интересно, картошка все-таки, я думаю, что 150 лет назад, наверное, еще в Татарстане не была так распространена. Помидоры, болгарский перец, это все такие вот, ну, пришлые овощи, да? И интересно, как же тогда варили эту шурпу, либо шурпу? Что там было в той шурпе? Все, что было, то и клали. Естественно, если же не было ни перца, ни моркови. Не, морковь, наверное, была все-таки. Помидоров могло не быть, картошки могло не быть. Вот что вместо картошки? Репу клали вместо картошки, так как репу уже тогда выращивали. Лейсан, извините, вопрос такой личного характера. Вот вы пришли сегодня так красиво одетые. Костюм где-то в аренду взяли? Нет, это мой личный костюм. Правда? Я очень уважаю наши татарские традиции. Издавна у женщины был свой такой красивый нарядный костюм. И он сохранился в сундуках. И вы знаете, именно вот на какие-то необычные мероприятия, такие как Сабантуй, вот семейные праздники, надевали самый красивый наряд и шли на праздник. А на моей голове это вот маленькая такая тюбетеечка. Раньше это вот такие были колфаки, да, ведь, а сейчас это вот такая вот современная тюбетеечка, тоже является украшением для женщины. Вообще татарская женщина, она должна быть всегда в украшении. Я даже говорила мне бабушка, что женщина даже без украшений готовить не должна. Это должно быть обязательно на женщине, вот украшения обязательно должны быть. А вот эта жилеточка как называется по-татарски? Она так и называется, жилеточка. Ну, правда? Да. Я очень люблю одежду с национальными орнаментами. Это у меня не единственное платье. Вам прямо очень к лицу. Спасибо. Позвольте мне сделать вашу комплимент. Вам прямо очень подходит. Спасибо большое. Слушайте, там как там у нас-то бульон-то варится? Сейчас. Обратите внимание. Сейчас глянем. Так, у нас уже шурпа подходит потихонечку. Начинает закипать. Раньше женщины ставили вот так вот очаг во дворе, так как у нас вот сейчас такое прекрасное бабье лето, и мы вот тоже решили вот так вот сварить нашу сулпу на очаге. Летом это у нас такая традиция. Естественно, зимой, когда мы готовим сулпу, мы ее готовим дома. У нас у всех есть и плиты, и все условия, а летом хочется именно на природе, чтобы с таким вот на свежем воздухе она Чтобы была... понюхать вот это вот настоящий запах шурпы, смешанный с дымком, да? Да, вы правильно говорите. Такие вот супы мы варим из большого количества мяса, чтобы оно было вот таким наваристым, вкусным. И готовим мы его долго. Мясо должно быть сильно хорошо проварено. Мягким должно быть мясо, чтобы было приятно кушать. И не переживайте, Талик, у нас получится обалденный суп, сулпа. И Что дает вам такую уверенность? мясо хорошее, казан хороший, огонь у нас тоже хороший, продукты свои с своего огорода, хорошее настроение, замечательная погода. Все сопутствует тому, что у нас должен получиться отличный суп, отличная сулпа. Иншаллах. Какие-то продукты, такие как помидоры, перец, они появились вот сейчас уже доступны, да, а вот лук и морковь, они были всегда. Естественно, сулпа всегда варилась с луком. Ну и хорошо, давайте тоже положим лук. Да, сейчас мы... И я смотрю, вы лук так хорошо кладете. Количество лука такое внушает. Да, он такой аромат дает сулпе. Сейчас посолим бульон. Но имейте в виду, казан у нас не маленький, это 20-литровый казан. Ну, возьмем пока 2 столовые ложечки положим. Ну хорошо, а потом попробуем, да? Да, по вкусу. Ляйсан, что следующее будете закладывать в казан? Следующий мы отправим морковку. Вот наша морковь. Морковка у вас в вашем районе очень вкусная, очень сладкая. И, конечно, от вкуса мяса это первый вкус любого супа. Сулпы, там, шурпы, как вы Морковь называли. дает свой вкус и пикантность. У нас здесь даже есть такая деревня Кишер-Аксуа. Именно в этой деревне выращивают морковь в Уинском районе.
Сейчас мы прикроем сулпу. Полностью закрывать нежелательно. Может закипеть и испортится цвет бульона. А татары очень ценят прозрачный бульон. Хорошо. Ну вот так вот, но надо все-таки, я думаю, контролировать иногда, подходить, посмотреть, Да-да. огонь какой подправить. Сейчас, пока мы опустили морковку, морковка холодная, пока что не закипит. Да-да-да. Потому что морковка холодная, остыла. Но так, в целом, там все очень правильно так бурлит. Ну что, посидим, поговорим? Хорошо. Расскажите, пожалуйста, а какие у вас есть увлечения? Что вы любите? Я люблю увлекаться танцами. Мне очень нравится танцевать. У нас есть своя танцевальная группа «Наргиз». И руководитель Инна Александровна, она очень такая интересная, требовательная женщина. И вот уже 15 лет я хожу к ней. Какие же танцы вы танцуете? Татарские? Какие? Татарские. Было время, даже восточные танцы танцевали. Мы шили сами себе восточные костюмы. Испанский танец у нас тоже также был. Очень любим мы танцевать. Также 2 раза в неделю посещаю фитнес и аэробику. Ну, глядя, извините, конечно, глядя на вашу внешность, охотно верю. Да, фигуру надо всегда и поддерживать. А вот татарская кухня все-таки такая довольно основательная, крепкая кухня. Все довольно калорийное. И как у вас с этим обстоят дела? Все нормально, мы едим все, что как бы готовим. И вот у нас любимый суп, естественно, лапша татар, вот пельмени, манты мы очень любим. Да, и чтобы вот это все как бы усваивалось хорошо, естественно, приходится тратить энергию и вот посещать такие вот мероприятия. Люблю очень участвовать в разных районных мероприятиях. Вот Сабантуй – это наш самый главный праздник. Во всех мероприятиях мы открываем Сабантуй, участвуем в прологах. Мы обязательно приедем к вам на Сабантуй. Ой, приезжайте, мы будем всегда рады. Перемешивая бульон, меняем температуру кипения. И из мяса и овощей выходит больше вкуса в сулпу. Думаю, нам можно уже запустить помидоры. Ну, давайте. Знаете, ну, наверняка вы это знаете, но я хочу сказать об этом зрителям, что между помидорами и картошкой обязательно должен быть интервал. Можно и картошку первой опустить, а потом помидоры. Можно помидоры положить, а потом картошку. Но в любом случае, либо поверхность картошки уже должна приготовиться, и потом помидоры опускаем, либо помидоры должны повариться и немножко потерять свою кислоту. Потому что если вот одновременно положить помидоры и картошку, то картошка остекленеет, поверхность картошки остекленеет, и потом хоть 3 часа вари, она остается жесткое, мясо уже сварилось, а картошка все никак. Пусть поварится, пусть поварится. У вас отлично кипит, у вас очень хорошо все получается. И самое главное, что уже запах идет очень вкусный. Да. И идет запах, как будто бы мясо уже готовое. Как будто готового мяса запах идет. Можно я попробую? Хорошо, давайте. Заодно проверим насчет соли. Можно? Да-да-да. Ничего себе, навар какой. Да. Все-таки конина очень сильное мясо. Очень сильное. Очень сильное и очень вкусное. И, может быть, кому-то покажется, что если конь, то мясо жесткое. Нет, наоборот. Вот, я не знаю, нежнее мясо я еще не видел. Вы уникально правильно посолили. Прямо так, как надо. Может быть, после картошки чуть-чуть соль добавим. Ну, а пока что надо следить. Конечно, пока что надо следить, чтобы Не закипело. кипело, Да. но кипело при этом умеренно. Простите, я к вам пришел учиться, а сам вас учу. Да-да-да. Сталик, сейчас мы положим перец. Болгарский перец, я смотрю, у вас есть и красный, и зеленый, и желтый. Что выросло в огороде, то положили. То и положили, да, то и кладем. Да. Болгарский перец вообще люблю, отдельные блюда даже, вот люблю очень фаршировать. Самый мой любимый, наверное, этот овощ – это в огороде болгарский перец. Да? Ну пусть сварится хорошо. Да, болгарский перец придает все-таки очень такой хороший вкус
супам. Но у нас с вами, смотрите, какая это сулпа-шурпа получается. Это у нас получается воды мало, а всего остального много. Ну ничего, то и хорошо. Насыщенно, да. То и хорошо. Зато вкусно будет. Солнце село, стало прохладнее чуть-чуть, и уже аппетит разыгрывается. А? Да? Да, Есть аппетит? верно говорите, да. Даже у стройных девушек, у танцорок тоже. Аппетит разыгрывается, да. Пришло время положить картошку. Запускаем картофель. Шурпу. Лейсан, слушайте, вечер спустился, молодой месяц на небе вышел. Прохладненько, надо сказать. Сентябрь месяц, лето, какое бы оно бабье не было. Сентябрь есть сентябрь. Аппетит пришел очень не детский. Пол казана я съем, пол казана вы. Договорились? Хорошо. Сейчас вот только зелень нарежу. Знаете, интересные факты. Вот буквально только что мы выяснили. Оказывается, картошка, капуста, кое-какие другие овощи вошли в широкий рацион татарского народа после Первой мировой войны. Потому что татар же тоже забирали солдат, они служили в царской армии. И там, хочешь не хочешь, ели и картошку, и овощи. Ну и приехали, стали сажать. Но до этого, конечно, здесь же жили и русские люди. Так вот, овощи на рынке продавали преимущественно русские люди. Фрукты преимущественно продавали мусульмане. И поэтому в татарском рационе, ну так сложилось, да, из-за каких-то вот тогдашних религиозных, не традиций даже, а можно сказать предрассудков. Опускайте зелень, хорошо, опускайте, давайте. пусть все ароматнее. Поэтому в татарском рационе 100 лет назад, всего лишь 100 лет назад, было минимальное количество овощей. Вот лук был всегда. Значит, выясняется, что все-таки шурпа, шурпа это мясо и лук. Но мы же не можем оставаться так, как 100 лет назад. Тогда давайте не будем ездить на машинах, да? Да. Давайте будем запрягать арбу, телегу, лошадь, не знаю там. Давайте не будем включать электричество. Будем при лучине сидеть. Все течет, все изменяется, жизнь улучшается, развивается. И в сегодняшнем рационе у татар овощей не меньше, чем у любого другого народа. Любят и зелень. Но основа татарского рациона, вот такого старого татарского рациона, это мясо и кисломолочные продукты. Вообще, в общем говоря, молочные продукты. Верно стали говорить, кисломолочные продукты. Бабушка всегда любила катык, каймак. В детстве мы всегда пили парное молоко у бабушки на деревне. А когда бабушка наконец... готовила какие-нибудь супы или что-то с молоком? Вот. Что с молоком бабушка? Рисовый суп. Самый любимый суп у бабушки был. Молочный, да. Моя мама тоже готовила этот суп, мы тоже очень любили этот суп. Да, а с лапшой рисовый суп варила? Тоже. Правда, это была как бы из домашней лапши, но чаще это были такие макароны раньше, вот, которые ломались. Вот Да? с такой вот... Либо вермишелевые. Вермишель, да, правильно. Слушайте, шурпа такая, что лучше уже не станет никогда. Давайте будем подавать, пожалуйста. Хорошо. Давайте. А, Лейсан, как подают в татарской традиции? Вот для чего вы взяли это блюдо? Сейчас выложим на блюдо мясо, картошку. Так. Вы мне Хорошо. помогаете? Или я вам помогаю? С удовольствием помогу вам. Ох, О, какие какая ребрышки роскошные. Да, кусочки у нас, правда, такие. Ух, Увесистые. картошечку подложить тоже? Давайте картошечку тоже, да, к мясу. Хорошо. Ух, какая Картошечка. красота. Какая красота. Знаете, я думаю, что вот этот кусок мяса мне, этот кусок мяса вам, и вот 4 картошки Ну, у нас хватит. Давайте аппетит, бульон. наверное, как раз такой. Сейчас с вами.
А вот вы говорили, что мясо у татар было принято варить крупными кусками. Это так, да? И как потом делилось это мясо за столом? Первый кусок хозяину, главе семьи, в первую очередь. Ну, бульон наливать, это уже чисто женское дело. Хорошо, Нет, давайте. все, у меня забастовка. Я пойду мясо нюхать. Хорошо. Мясо такое, ух! Пока Лейсан не видит, пока она занята, отрежу кусочек, попробую. А? Ну как, мясо? Подсматривала, да? Готово? Конечно, готов. Ну, замечательно. Вот и наш. Идемте скорее. Идем скорее, пожелаем приятного аппетита нашим зрителям. Давайте вместе скажем им. Ашларыгыз, тамле булсын. Моя самая новая книга называется «Сталик Видеобук». И я хочу вам рассказать об этой книге. У нее, видите, вот такая черная обложка. Но буквы блестящие, да еще и выпуклые, поэтому все видно. И, наверное, нет второй кулинарной книги с черной обложкой, да еще и на которой не нарисована никакая еда. Но эта книга вам очень понравится. Точнее, она уже вам очень нравится, потому что эта книга составлена по тем рецептам, которые были опубликованы в Ютубе и в других социальных сетях и собрали максимальное количество лайков, максимальное количество просмотров, максимальное количество новых подписчиков. Вот что такое эта книга. Здесь рассказано о массе самых популярных блюд. Хумус, холодец, не знаю, там цыплята табака, шурпа узбекская, каурма шурпа, каурма басбаш такой есть, азербайджанский суп, борщ, лагман. Одним словом, 75 рецептов. Из почти что 1000 блюд, которые я успел приготовить и опубликовать где-то в интернете. Гуляш, бешбармак, картофель фри. Как без картофеля фри? Стейки, самса, шашлык, плов. Но здесь все собрано не по алфавиту, не разделено на какие-то национальные кухни. Здесь все рассказано так, чтобы вы умели составить классное домашнее меню из самых популярных, самых лучших блюд. Вот, например, чебуреки. Любите чебуреки? Еще бы вы не любили. 12,5 миллионов просмотров на моем канале собрал рецепт чебуреков. Книга «Сталик Видеобук» никогда не продавалась ни в одном книжном магазине. Ни на каких маркетплейсах, ни в каких других интернет-магазинах, потому что эта книга изначально продавалась только в моем интернет-магазине и продается только в моем интернет-магазине stalik.ru. Если вы закажете эту книгу с автографом, пожалуйста, мы упаковываем все книги как следует. И если вы закажете несколько книг вот из этого набора, то, может быть, одну книгу получите вообще бесплатно. На сайте постоянно происходят какие-то акции, скидки. Одним словом, заходите на сайт stalik.ru, и мы поможем вам сделать правильный выбор, и будем вам очень, очень рады.